Эту девушку зовут Малин, и она занимается калистеникой, что весьма нетипично для девушек. Сегодня поговорим о том, насколько это вообще женский вид спорта, почему им начала заниматься именно Малин, каких результатов удалось достичь, сколько неудачных попыток порой необходимо сделать для того, чтобы выучить очередной сложный элемент, а также о развитии калистеники в Швеции, популярности этого движения среди прекрасной половины и многом другом. Поэтому, друзья, не устану это повторять, присаживайтесь поудобнее, колотите любимый напиток. Мы начинаем. Полное имя девушки Малин Мале Дженсен, и перед тем, как погрузиться в мир калистеники или стрит-воркаута, она 8 лет была черлидершей. Многие из вас воскликнут, что черлидинг вроде бы как более подходит девушке, нежели воркаут. Все-таки большинство силовых элементов в этом виде спорта, стоит признать, девушке выполнять просто не под силу. И все дело в ее парне по имени Дэниел. Когда ты встречаешь такого в хорошем смысле одержимого чувака, как этот, то, как говорится, если ты не идешь к воркауту, то воркаут идет к тебе. Для тех, кто не в курсе, Дэниел ведет свой канал на ютубе, а также блог в инстаграме, посвященный калистенике, где очень эмоционально комментирует все самые популярные мировые чемпионаты. А на некоторые из баттлов они реагировали вместе с Малин. Но для того, чтобы всецело понять уровень одержимости воркаутом этого парня, скажу, что он приглашал на свое шоу не только девушку, но и сестру, которую даже заставил выполнять передний вис за то, что она недостаточно была впечатлена выступлениями одного из участников. Давайте посмотрим, как это было, и посмеемся вместе. Full flash. Front lever. Oh, what a front lever! You're not even impressed. What is wrong with you? I'm impressed. What is wrong with you? I don't have to scream to be impressed. You're like No. you're watching a TV series. Like, Yeah. do you know what he did? He did from a freaking L-sit to a one-arm front lever. You have tried a tuck front lever. How did that go? I know everything. Should I show them? No. I'm up. Oh, you said not to be that far. Is this good? Yes. Oh. What is How is it going? good? Что ж, я думаю, с такой компанией не заниматься воркаутом да просто невозможно. Причем, как призналась мне сама Малин, впервые заняться воркаутом ее прямо-таки заставили, а уже через некоторое время она и сама полюбила это дело. Девушка говорит, что это гораздо более интересно, чем просто фитнес и посещение тренажерного зала. Порой на изучение элементов уходят месяцы, а иногда даже и годы. Так, например, совсем недавно девушка освоила отжимания в стойке на руках, а вот на мой вопрос, какой из элементов был самым сложным для тебя, она сказала: да все очень просто. Оборот на 540 градусов. Она тренировала этот элемент почти 2 года, то начиная, то забрасывая. И даже сейчас, по словам Малин, этот трюк не всегда и удается. Вы видите, какое количество попыток пришлось сделать девушке перед тем, как у нее все получилось. Предлагаю посмотреть удачную попытку целиком. Kom igen! Ajde Malin! Ajde Malina, vamos! How does it feel? I don't know. Окей, как вы уже могли заметить, я только что впервые сделала оборот на 540. Это ощущается как... Я даже не могу передать эти чувства. Это чувство немного нереально, как будто это не я сделала. Короче, не знаю, я просто хочу повторить это еще раз, но перед этим мне нужно дать моим рукам немного зажить. Что ж, как видите, радости от такого достижения намного больше, чем от приседаний или становой тяги в тренажерном зале. Но для того, чтобы все это прошло максимально безопасно, лучше всего будет все-таки купить гимнастические маты. Для этого переходим на e-каталог и пишем «гимнастические маты» в поиске. Вам, скорее всего, выдаст коврики для йоги, ну или что-то типа того. Поэтому я провел небольшой ресерч за вас и выяснил, что матами, которые нам подходят, занимается фирма Tia Sport.
спорт. Поэтому открываем вкладку с брендами, нажимаем на эту фирму и подбираем по размеру и ценовой политике. Впрочем, все это вы можете и не делать, поскольку я оставлю вам ссылку прямо в описании на необходимый раздел. Ну а мы продолжим наш разговор с Малин. Когда я спросил ее по поводу того, не считает ли она этот вид спорта подходящим все-таки больше для мужчин, она ответила мне следующее, цитирую: «Да, разумеется, это на 100% именно тот вид спорта, где мужчины доминируют, однако именно этот факт и сделал меня еще более голодной к тому, чтобы доказать, и для девушек он подходит тоже. Я люблю удивлять своими силовыми показателями, да и вообще я живу для того, чтобы мотивировать других, особенно девушек, чтобы тоже начинали заниматься калистеникой. Почему мне нельзя заниматься тем, что я люблю, только потому, что это больше для мужчин? Я попросту не нахожу фитнес веселым и интересным», — говорит Малин. В подтверждение тому, что воркаут это весело, достаточно просто зайти в Инстаграм к девушке и посмотреть, какие видео она снимает. Вот, например, челлендж, в рамках которого нужно было снять с себя штаны, находясь в стойке на руках. Или вот еще одно, где эпичным образом нужно запрыгнуть в постель. В целом, более чем 300 тысяч подписчиков в Инстаграм у девушки подтверждают тот факт, что контент она снимает действительно интересный, и что самое важное, благодаря таким как Малин, в этот вид спорта приходят все новые и новые девушки, которых она же и тренирует. Сама же спортсменка 3 раза побеждала на чемпионатах в родной Швеции, а также выигрывала первое место на кубке среди женщин. Соревнования назывались Beast of the Bars. Для этого сама спортсменка тренируется по 6 дней в неделю, отводя на отдых всего 1 день. Также девушка придерживается некой цикличности, а именно 5 дней в неделю тяжелых нагрузок и затем 1 неделя легких тренировок, чтобы как следует восстановиться. Каждая из тренировок длится от 1,5 до 3 часов, в зависимости от того, над чем конкретно работает девушка и готовится ли к каким-либо соревнованиям. Что же касается базовых движений по типу подтягиваний и отжиманий, то девушка пробовала свой максимум в этих движениях года 3 назад, и тогда у нее получалось в районе 17 подтягиваний, 60 отжиманий за 60 секунд и где-то 20 отжиманий на брусьях. Все-таки если речь идет о динамике и элементах, то тренировать лучше те подводящие, которые позволят вам их выучить. Кстати, насчет элементов. Я спросил, кто из атлетов девушек ей нравится больше всех, и Малин назвала польскую спортсменку по имени Наталья Мадзалевска. Я надеюсь, я произнес ее имя правильно, если что, извини меня, Наталья. Впрочем, для того, чтобы понять, почему именно эту спортсменку назвала Малин, давайте просто посмотрим небольшую 30-секундную отбивку. Не знаю, как вас, а меня такой скилл впечатляет. Девушка действительно очень неслабо освоила динамику, и как мне сказала Малин, я просто люблю ее стиль в динамике. Это выглядит очень легко, и что самое главное, ты никогда не нервничаешь, когда видишь, как она летает вокруг турника. Конечно, как видите, девушек хоть и не так много в этом виде спорта, но их определенно становится все больше и больше. И хоть пока что в Швеции воркаут не считается прям большим спортом, популярность с каждым годом растет. В этом году в декабре как раз должны быть соревнования, и Малин говорит, что как минимум на 4-5 участниц должно стать больше. В целом пишите, как вам вообще выпуски про девушек. Если хотите больше подобного контента, будь то воркаут или какое-либо другое направление, дайте мне знать в комментариях. Ссылки на инстаграмы как Малин, так и Дэниела я оставлю там же. Ну а вы не забывайте подписаться на МИМ и наш закрытый канал в Телеграме с подкастами, где мы публикуем информацию, которая не попала в выпуск. С вами как всегда был Федор Чепкий. Еще увидимся. Пока.